Добро пожаловать в мир загадочных тайн и священных змей. Знакомьтесь с храмовой куфией, ядовитой змеей, которая в Малайзии считается не только опасным существом, но и священным животным. Этот небольшой обитатель заселяет земли от южных районов Таиланда, Сингапура и Вьетнама до Индонезии и западных уголков Малайзии. Фотогеничные змеи встречаются также на островах Филиппинского архипелага, придавая этим местам особое загадочное очарование. Храмовая куфия выбирает свои уютные пристанища в влажных тропических и субтропических уголках, обитая поблизости от водоемов, болот, среди мангровых и низинных дождевых лесов. Иногда она заглядывает на фермерские плантации, а иногда ее можно заметить на плоскогорьях, добавляя загадочности ее присутствию. Этот вид был открыт в далеком 1826 году немецким натуралистом Генрихом Бойе. В мире дикой природы храмовые куфии предстают перед нами в величественной красе. Самки могут разгуливать под сенью деревьев с телом длиной до 100 сантиметров. Самцы, напротив, сдерживают свои размеры, редко выходя за пределы 80 сантиметров. Тонкое, но мускулистое туловище этого удивительного существа придает ему несравненную грацию. Их голова, словно вырезанная из самого важного артефакта, имеет форму большого сердца, наполненного загадками. Хвост, словно живой орган, становится ключевым элементом для лазания по ветвям. У молодых особей туловище стройное, а их окрас играет светло-зелеными оттенками. Их зеленоватые глаза с вертикальными зрачками словно пробуждают в нас инстинкт остерегаться. Попадание яда в организм жертвы становится настоящим вызовом, приводя к образованию тромбов в кровеносных сосудах, некрозу тканей и прекращению функционирования почек. Жизнь храмовых куфий в дикой природе – это настоящее приключение, ограниченная лишь 12 годами. Но в каждом мгновении этого времени затаилась история, полная загадок и удивительных моментов. Дневные часы для храмовой куфии – время покоя, когда они уютно устроились на ветвях, словно священные стражи природы. Но с наступлением сумерек начинается настоящее волшебство. Они отправляются в загадочные ночные поиски пищи, вплетая в темноту свои хитрые маневры. Охота становится зрелищем, которое продолжается до первого луча рассвета. У каждой храмовой куфии есть свое укромное место для отдыха. Место, к которому она привязывается с особым трепетом, возвращаясь после ночных приключений. Эти змеи покидают свое логово только в крайних и экстремальных ситуациях. Их яд содержит гемотоксины, способные потенциально угрожать жизни человека. Но на удивление, летальных случаев от их атак не зафиксировано. В своей охоте храмовые куфии мастера засады ожидают свою добычу с необыкновенным терпением. С молниеносным броском в передней части тела они мгновенно настигают свою жертву. Их термочувствительные ямки, размещенные между глазами и ноздрями, позволяют им точно определить местоположение теплокровных существ даже в полной темноте, реагируя на самые незначительные изменения температуры. Эти змеи – настоящие маги темноты, владеющие не только уникальными способностями к охоте, но и весьма развитым обонянием. Их рацион включает в себя маленьких грызунов, ящериц, амфибий и птиц, но настоящим лакомством считается карликовые и обыкновенные тупаи. В змеином храме, помимо мелкой живности, эти виртуозы охоты наслаждаются куриными яйцами. В столице малайского штата Пенанг возвышается храм, возведенный в честь буддийского святого XI века Чор Соконга. Он был выдающимся китайским целителем и защитником рептилий. После завершения строительства храма стали происходить феноменальные события. Змеи начали появляться со всех сторон. Здание было названо Змеиным храмом, а его обитатели – храмовыми куфиями. Считается, что эти змеи проявляют такую активность только в этом храме. Некоторые сомневаются в священности этих существ, утверждая, что монахи специально ловят их для своих нужд. Чтобы обеспечить безопасность паломников и любознательных туристов, змеи регулярно освобождаются от яда и активно кормятся мелкими грызунами. В результате они становятся полностью безвредными и даже позволяют себя фотографировать. Хотя храмовые куфии благодаря своей уникальной природе и яркому окрасу могут вызывать восхищение, они также сталкиваются с рядом естественных врагов. Одним из ее основных врагов являются хищники, такие как крупные птицы и хищные млекопитающие. Другим естественным врагом являются большие хищные змеи, которые могут конкурировать за территорию и ресурсы. Схватки за территорию или пищу могут быть опасными для храмовой
храмовой куфии. Но природа не перестает удивлять нас, и в то же время некоторые естественные враги могут стать защитниками. Например, некоторые виды птиц-партнеров могут помогать в борьбе с насекомыми, которые могли бы представлять угрозу для яиц или детенышей храмовой куфии. Таким образом, храмовая куфия находится в постоянном взаимодействии с окружающей средой и ее уравновешенными факторами, что делает ее частью сложной и захватывающей системы природы. Храмовая куфия – это настоящий танец жизни и таинственности, принадлежащийся к числу яйцеживородящих созданий. Куфии танцуют свой любовный вальс круглый год. В их мире отсутствует ярко выраженный брачный период. Среди них прослеживается непродолжительная зимняя спячка, после которой присмыкающиеся пробуждаются к жизни и начинают активный танец любви. Беременность для храмовой куфии – это увлекательное приключение, длится до 150 суток. В каждой кладке, как в магическом сундуке, может оказаться до 20 загадочных детенышей. Длина вылупившихся змеек составляет 15 сантиметров. Они, словно танцующие на своих хвостах, переходят к самостоятельному существованию. Малыши гибкие и подвижные, разыскивают свое питание в игривых плясках по поверхности почвы, среди гущи травы, как настоящие танцоры своего вида. Прощание всегда наступает, но это не конец. Надеюсь, что наше погружение в истории храмовой куфии оставило в вас что-то особенное. Если у вас есть какие-то вопросы, комментарии или идеи для будущих видео, не стесняйтесь делиться ими в комментариях ниже. Благодарю вас за ваше время и внимание. Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе новых увлекательных историй. Берегите природу и до новых встреч!